Сегодня мы с вами поговорим с одним иностранцем, который уже давно переехал в Россию. И он поделится своими впечатлениями о том, как здесь работается и живется. Расскажите немного о себе, чем занимаетесь, кто вы, откуда вы к нам приехали. Меня зовут Раджаб, я по национальности египтянин. Приехал в Россию в 2010 году. Почти уже 15 лет уже живу в Москве. Я работаю массажист и мастер-аппарат по коррекции фигуры и лазерной терапии. Работал массажистом и больше всего почти в разных местах в Москве уже больше, чем 15 лет. Вот что еще можно сказать. К вам больше приходят клиентов мужчин или женщин? По моей специальности больше женщина, но по-любому есть мужчина, но больше всего женщины. Потому что, как вы знаете, больше всего девушки в Москве и в России вообще больше ухаживают за собой по коррекции фигуры и свои косметологии, например. Поэтому больше женщин. Скажите, пожалуйста, а что вам больше всего нравится в вашей работе? Как сказать, мне считается, как источник красота. Я делаю из девушки красиво, например. Даже если она красивая, я сделаю что-то еще красиво. Поэтому это экстрим каждого девушки. А скажите, пожалуйста, а вот когда вы приехали в Россию, какие у вас были первые впечатления? Может быть, что-то шокировало? Во-первых, для меня, как египтянин, например, человек из теплой страны, очень тяжело в первое время, когда ты приехал сюда и видел все белое. Например, я приехал, и это была зима. А для меня это, как сказать, как новый мир открывается, например, потому что никогда в Египте не видел такой снег. Поэтому для меня это был, конечно, первое время это был как шок. Как я буду жить, как я буду ходить в этот снег, например. Для меня это как первое время, как психологически, это трудно принять. А потом уже потихонечку все хорошо, живем, все отлично, ходим там, когда минус 30 и минус 20, и нормально уже. Адаптация прошла. А скажите, а вот такой климат, он как-то влияет на настроение? Конечно. Первое время, пока ты привыкаешь на российский климат, тебе по-любому сложно первое время. Но зато есть одежда. Говорят, что нету плохой погоды, нету плохой одежды. Или такой есть и плохой одежды. Поэтому климат, конечно, является, когда скачивает давление, поднимается туда-сюда. Конечно, но на молоди, например, я думаю, что это не так сильно является, потому что это больше всего отражается давление и так далее на старенькие, например, люди. А как вы вообще адаптировались в России? Насколько сложно было? Насколько, может быть, сами русские люди помогали? Смотри, это зависит от менталитета человека. Например, если человек, он нормально и открыто, он может жить везде, и люди принимают его, даже если у тебя другой менталитет. Если ты образованный человек, открытый человек, доброжелательный, у тебя вообще любой нация будет тебя принимать. Поэтому в это нету сложности, только зависит от не национальности человека, а менталитета человека. Потому что в это дела религия, культура, все это не является, даже можно сказать, 5% или 10%. Остальные от твоего воспитания, например, как ты воспитан человек. Если ты воспитан и культурно грамотный человек, ты можешь жить везде. Неважно. Но зато, как сказать,
Первое время, конечно, сложно, пока ты адаптируешь. Русские народы, они самые по себе добрые люди. Я считаю, русские – это восточные люди тоже. Есть какие-то там из них. В каждое место есть такие хорошие, плохие. И также здесь, большое количество – это добрые люди, которые помогают тебе, если надо, например. Особенно бабушки, например. Если видят тебя в какое-то нехорошее состояние, они уже предлагают тебе сразу помощь. И скажите, пожалуйста, затрагивая тему религии, как вы, представитель, да, и другой религии, и другого государства, оцениваете отношение русских людей к религии? Смотрите, Россия – это много национальностей, и нация, и религия, потому что в России не только христиане живут, и все, и мусульмане, и иудисты, и евреи, и все христианства, и разные даже католики, и протестанты, всякие вот это разные религии. В этом нет проблемы, потому что здесь, как говорят, религия – это для Бога, а люди по отношению между собой, неважно кто, чего и так далее. Поэтому я в этом вопрос не вижу. Плюс есть такой момент, который, если ты сам человек, как я раньше говорил, воспитан, культурен и грамотен, ты можешь жить в любой разной стране, потому что религия – это одно, это двое. А воспитание, культура и остальные – это общение с людьми, например. Потому что если ты радикальный человек, который ты не принимаешь, и другие, конечно, ты что ждешь? Чтобы другие тебя приняли? Конечно, нет. Поэтому зависит от тебя. Хорошо. И скажите, пожалуйста, насколько сложно было здесь устроиться, работать с этими? Конечно, первое время сложно найти работу, если ты вообще не знаешь русский. Потому что люди здесь говорят по-русски, поэтому тебе нужно сначала хотя бы первый уровень учить русский язык, а потом ты можешь работать сначала, если ты профессиональный человек, конечно, найдешь работу. А если ты, например, не знаешь языка, ты профессиональный человек, тогда тебе нужно время, чтобы учить хотя бы русский язык. А потом тогда можно работать, и везде работа хватает на всех. И расскажите, как вы учили русский язык? Честно, я сам себя учил. Почему? Потому что, когда я приехал в 2010 году в Москве, я вообще максимальное слово я знал, это «привет», «как дела», остальные, потому что я общался по-английски. Потому что я был женат на русское, и у нас были какие-то там конфликты, и мы не могли жить вместе. Поэтому первое время мы общались на английский, потому что она переводчик английский и немецкий язык. А потом уже вынужден учить русский, потому что по-другому никак. Ты, во-первых, живешь с людьми здесь, которые общаются по-русски, и тебе нужно есть, ходить, купить, поэтому ты не можешь ходить и говорить I want to buy this, for example. Тебе нужно сказать по-русски, что я хочу булочку, я хочу кофе, я хочу там туда-сюда. Поэтому обязательно нужно русский. И насколько сложно вам давался русский язык? Русский язык – это самое сложное. Почему? Потому что одно слово имеет разное значение. Ты, например, в английский язык green значит green, а в русский язык можно сказать зеленый, зеленщик, разное название и одно слово, например. Конечно, сложно, но если ты хочешь учиться, как любой язык, ты будешь учить. Расскажите, пожалуйста, по поводу ваших клиентов. Вы, в принципе, имеете богатый опыт работы и работали с иностранцами. Есть ли разница между работой с русскими и с иностранцами, с другими национальностями? Разница в чем? Русские народы, они привыкли к всякой вот это оздоровительное и спортивное образ жизни. Почему? Потому что больше всего девчонки, женщины, девушки, они ходят и в зал, занимаются. Поэтому им всегда нужно ухаживать за своим здоровьем. В плане массажа, например,
красота, ухаживаться, чтобы корректировать свою фигуру всегда, диета, не диета и так далее, чтобы всегда выглядеть хорошо. Но разница в чем между иностранцем и русским? Я и то делал массаж, но русские девушки, они терпеливые, чем иностранцы, например. Иностранцы, когда ты только так делаешь лайт-массаж, например, они говорят, можно поменьше, например, послабее. А русские, а можно быть сильнее, потому что они уже как образ жизни, они уже готовы на это. Поэтому где есть такой разница? Интересно. А может быть, замечали еще какую-нибудь другую разницу, ключевую разницу в менталитете? Не как клиенты, а в менталитете. У иностранцев такие люди много требований. Например, надо так, потому что русские девушки, они простые. Они очень простые люди, например. Ты, можно через одного слова, она уже, как сказать, будет отблагодарить тебя. А иностранцы с ним, я не могу сказать сложно, но отличается, конечно, чуть-чуть от русских. Почему? Потому что, наверное, я уже давно здесь живу и уже привык к российский менталитет, может быть. Угу. Хорошо. И скажите, пожалуйста, можете ли вы дать каких-нибудь 3 главных совета людям, которые хотят приехать в Россию, чтобы здесь жить, учиться и работать? Первый совет: ты должен быть человек открытый, принимающий другой менталитет. Не надо строить свои настроения на чужие зоны, например. Первое, ты должен быть культурная, грамотная, воспитанная, образованная, тогда люди тебя принимают в любой случае и везде. Это первый совет. Второй совет. Ты, если приехал учить, тебе сначала нужно хотя бы на первое время учить первый уровень русский язык, чтобы ты мог начинать общаться с людьми, чтобы ты не чувствовал себя чужой в стране. Потому что и твой английский, конечно, нужен, но ты не будешь ходить в магазин и сказать по-английски. Конечно, люди понимают, но лучше они будут тебя благодарить, если ты уже хотя бы по-русски попросил, что ты хочешь, например. Третий совет. Насчет жизни, если ты приехал жить здесь, или только есть разные варианты. Если ты приехал жить здесь, тогда ты должен принимать народ. Они тебя принимают, и ты можешь жить здесь сколько хочешь. В этом никакой проблемы. А если ты приехал просто учиться, уехать, тогда ты должен ограничивать свои требования, например. Получи свои красные дипломы или что-то там, и ты, между прочим, можешь и здесь работать, потому что есть шанс даже, и можешь зарабатывать деньги так же, как и в Европе, как и в Африке, в Азии. В визе можно и здесь зарабатывать деньги. Поэтому и принеси с собой теплую одежду, потому что здесь холодно. Спасибо вам большое. Пожалуйста.